Львы. Украшение. Украшение жизни. Украшение гороскопа. Приготовьтесь. Корону так хорошо поправить. Уютненько сесть в хорошее, добротное кресло. И мы с вами идем в 2025 год. Какие подсказки? Начинается год с того, что я люблю любить. Там, где лев, вот он любит. Вот он любит любить. К чему не прикоснусь, я хочу это любить. И ярко и четко это будет показывать январь месяц. Ну а я, мои хорошие, прежде чем подробно об этом поговорить, хочу с любовью увидеть ваши лайки, подписку. 54% смотрят без подписки. Исправим эту ситуацию. Будем любить этот канал. Итак, лайки, подписка, просмотры. Становитесь спонсорами канала. Поддерживайте финансово канал. Будем любить. А у меня асцендент во Льве. Мой асцендент во Льве. Поэтому очень хорошо знаю, о чем говорю. Какие показатели, до которых мы с вами дойдем? Итак, вы знаете, что у вас транзитом идет Марс по вашему знаку. То, что очень любит Марс, вы свою корону с удовольствием отдали этой роскошной энергии. Это энергия жизни, это Марс, кровь, огонь, эликсир, это все. Вы с удовольствием разделили с этой энергией, которая также прекрасно, чудесно здесь идет по вашему знаку транзитом. Аж до 19 числа Солнце будет находиться в знаке зодиака Козерог. И это для вас сектор работы и здоровья. Да, абсолютно. Столкнетесь с тем, что необходимо на себя обратить внимание, на свою рутину. А для вас здоровье – это рутина, то, что вы должны делать ежедневно. А ежедневно львы должны следить ежедневно на протяжении всей жизни за ритмом своего сердца. Всегда прислушивайтесь. Либо оно сильно бьется, либо спад какой-то энергии, либо жарко очень сильно здесь стало. То есть всегда следите за ритмом сердца. Всегда следите за пульсом. Следите за давлением, потому что вы – это сердце гороскопа. Это сердце. Солнце – это сердце. Это мотор. Поэтому вот с января месяца внимательно следите за этим состоянием. Не переедать, не перевозбуждаться где-то в компаниях. Вы, как правило, вы активны, вы танцуете, вы рассказываете, вы смеетесь, вы получаете удовольствие, вы любите любить. Вот если это праздник, то вы его любите, этот праздник. Если собралась компания, вы любите эту компанию. Если вы тост говорите, вы прям любите этот тост сказать. То есть много любви раздаете. Ну, вам ее необходимо выпускать. Ее у вас достаточно, но для того, чтобы она появлялась, этот круговорот абсолютно ходит. Это круговорот абсолютно ходит. Вы должны отдавать, и тогда вы только получаете. Вот придется немножечко с этим делом, с сердцем понаблюдать за своим здоровьем, за своим состоянием. С алкоголем очень аккуратно. В этом месяце никакого перебора и вообще от таких крепких, горячительно крепких, что-то полегче, что-то как-то, потому что и так импульса будет очень, очень много. Вы и от того, что обстановка вся будет праздничная, от этого вы уже будете на подъеме. И все, что связано с работой, то есть
Работа – это на первом месте. При каких бы обстоятельствах и как бы ни случилось, вы врываетесь в январь месяц с работой, то есть выполнять свою работу. Дальше что мы с вами смотрим? Солнце, ваш управитель Солнца, который будет находиться до 19 числа в Козероге, потом пойдет в знак зодиака Водолей, будет делать довольно-таки активные аспекты. Поэтому еще раз и еще раз внимание на свое состояние, своего психологического и физического здоровья. Львы подвержены от такой большого эмоционального подъема, подвержены немножечко как-то психологически делать такую расслабление постоянно. Но делает очень красивый секстиль с Сатурном. Прям сразу начинает Солнце 4 числа делает секстиль с Сатурном. Секстиль с Сатурном – это что-то авторитетное, что-то для львов, кто-то авторитетный, а скорее всего сам лев. Где-то вам преподавать надо, где-то вам выступить надо, где-то какой-то презентовать какую-то компанию, какой-то продукт, где-то нужно сделать отчет, где-то нужно сделать выступление. То есть вы активны, и эта активность в гармонии состоит, вам это все по плечу, вы со всем этим справитесь. Очень прекрасный, чудесный 13 числа тригон с Ураном. Уран – это неожиданности, это случайности, это вдруг во время какого-то выступления, во время какого-то представления вы получаете чудесные эмоции, вы получаете прекрасные отзывы, вы получаете самоудовлетворение, вам нравится то, что вы делаете, и вы абсолютно получаете хороший фидбэк, то есть получаете очень хорошие отзывы о том, что вы делаете. А также 21 числа, когда уже пойдет Солнце пойдет в знак зодиака Водолей, там встречается с Плутоном. Как только заходит Солнце в Водолей, сразу же встречается с Плутоном. Все, что будет заходить в Водолей, будет встречаться с Плутоном. И это для вас показатель. Плутон – это сама жизнь. Жизнь, которая тебя выводит. Жизнь, которая, доверься жизни, она тебя приведет туда, куда надо, тогда, когда надо, к тому, кому надо. И вот этот транзит уже начинается с 21 числа. Вот это роскошное соединение львам показывает. Ты окажешься в том месте, где надо. Вот так ситуация, так жизнь тебя выведет, что ты окажешься в нужное время. Большой шанс жизнь – это оказаться в нужном месте в нужное время. Вот это такой шанс, который жизнь сама тебе дает, а Плутон – это сама жизнь. Так что по Солнцу это ваш управитель. Вот именно окажетесь в нужное время, в нужном месте. Дальше мы идем с вами. 13 числа будет полнолуние в знаке зодиака Рак, и это полнолуние для вас в очень закрытом секторе. Полнолуние, которое вроде как подвести итог, но львы уже этот итог подвели. Оно для вас как повторение. То есть вы, уже 13 число будет, вы этот итог еще в декабре месяце подвели. Вы эту страницу уже перевернули. Вы начинаете все с чистого листа. И этот чистый лист, вы его подготовили, вы его создали, вы его сделали. Идем Меркурий. Ну что Меркурий? Меркурий – это наши мысли. Мысли, мысли, мысли. У львов мысли работают сюда 24 часа и сюда 24 часа. Вот так работает, вот так работает. Бесконечно идеи, планы, мысли в одном и том же, в мыслях в одном и том же, в разных местах можете оказаться в одно и то же время. И про это думать, и про это думать. И я уже здесь побывал, я здесь уже сделал, я здесь уже все передумал, я здесь. В одно и то же время в разных местах как будто себя ощущаете. То есть поток мыслей не прекращается в разных направлениях. И он не прекратится, конечно же, в январе месяце, а наоборот будет очень и очень активный. Довольно-таки активный. И много положительных и позитивных аспектов нам дает этот транзит. Но в этом транзите есть одно «но».
В этом транзите есть одно «но». Это «но» в виде препятствия, которое выстраивает фиктивная точка «черная луна». Львы очень уязвимы. Львы очень амбициозны. На пике это самый амбициозный знак и самый уязвимый, потому что эго, солнце вами управляет светило, а это эго, это наше самое уязвимое, это наше эго. Поэтому все, что касается Лилит задевает, это непроработанный Меркурий, это фиктивная точка на небе, черная луна, которая задевает твое эго. Больше всего львы реагируют, потому что задето ваше эго. Вам кажется, вас недооценили, вам видится, что вас не ценят, не уважают, вас не услышали, вы не в авторитете и так далее. И эта точка фиктивная, она довольно-таки активна. Поэтому, пользуясь знаниями, не обращайте внимания, персонально к себе ничего не пускайте. Это не вас недооценили, а люди, кто-то некомпетентен и даже не разбирается в моих знаниях. То есть отводите это от себя, не берите это себе персонально, потому что вы очень уязвимы, и вас это очень огорчает. Хотя сам по себе Меркурий делает прекрасные, чудесные аспекты. Меркурий будет у вас находиться, до 8 числа находится в Стрельце, до 28 потом находится в Козероге. С 28 и дальше пошел в знак зодиака Водолей. То есть, понимаете, какой ход мыслей? В одном месяце 3 разные эмоции по мыслям. Тут такой Меркурий, который тебя обнимает, согревает, ласкает. Теплый такой Меркурий, который тебе комфорт создает. Потом он заходит в знак зодиака в одном и том же месяце. Заходит в знак зодиака Козерог, который тебя собирает, контролирует, загоняет в какие-то рамки, ограничивает тебя. А потом вольный, свободный, творческий полет ваш, абсолютно ваша тема. То есть вот что у нас происходит с мыслями. Вот такой огромный поток. И этот поток будет у вас идти по 5, 6, 7 сектор. В одном месяце по 5 сектору, по 6 сектору, по 7 сектору. В одном и том же месяце. То есть, конечно, и плюс еще ко всему, сам по себе Меркурий каждый день какие-то аспекты. То есть просто путаница в мыслях. И еще и в разных секторах. Сначала такая радость, какие-то удовольствия, подарки, развлечения, премии, награды. Потом ты должен сконцентрировать эти мысли. Напряженные, контролируешь. Ты сомневаешься в какой-то ситуации. Ты не знаешь, как какую-то большую концентрацию нужно дать ходу мыслей. А потом опять творчество, опять подъем, опять. Поэтому не поддавайтесь на протяжении всего этого транзита, не поддавайтесь на уловки непроработанного Меркурия, то есть черной Луны, которая делает препятствия дважды. И препятствие 1 числа, и препятствие 23 числа. Вот от 1 по 23 вот это все будет, постоянно будете чувствовать, вот как-то развернулись, и как только поймали в себе чуть-чуть, что я-то разочарован, а как-то вот не так посмотрели, а вот как-то не так ответили мне, как-то я не так был выразить. Как только чувствуете, что вот этот спад получаете, сразу себе сказать: я люблю любить, и ничего меня не собьет с пути. Я люблю любить жизнь. Я люблю любить свой день. Я люблю любить свою работу. Я люблю любить
праздники. Я хочу и люблю любить. И ничего не давайте сюда втиснуться никаким проделкам и проказам, Лилит. Дальше что мы с вами? Давайте посмотрим. Ну, сделает очень красивые секстили с Сатурном. Это гармоничные аспекты с Венерой, с Ураном. Хорошее, чудесное будет соединение с Плутоном. Тоже это вот это соединение с Плутоном уже тогда, когда будет Меркурий находиться в знаке зодиака Водолей, это приводит к тому человеку, вот накануне мы с вами несколько видео рассматривали, мой человек сам меня найдет. Вот оно приводит, мой человек сам меня найдет. Вот 29 числа, то есть соединение с Плутоном Меркурия, это когда люди сами друг друга находят. Вот ничего при этом не делая, вот ты оказываешься в том месте, то есть Плутон тебя выводит. Плутон находится в самых лучших градусах. Он только что зашел в знак зодиака Водолей. Это его самые сильные градусы. И он для всех знаков, для всех других знаков зодиака в своих домах он работает по-своему. В данном случае у вас это пятый, еще раз, пятый, шестой и седьмой дом. Седьмой дом – дом брака и любви. Пятый дом – это радость, удовольствие, наслаждение. Шестой дом – это профессия, это здоровье. И так как выстраивается соединение, то есть как я тебя приглашаю. Вот когда планеты соединяются, это они друг другу назначают встречу, свидание. Не назначают, они приглашают. Я тебя к себе приглашаю. Вот так они друг к другу расположены. Поэтому не поддавайтесь никаким препятствиям, которые могут выстроить здесь черная точка, черная фиктивная точка, то есть Лилит. Венера. Обязательно подходим к Венере. Ну а что, Венера будет находиться с 3 числа, уже делает транзит в знак зодиака Рыбы. Венера в Рыбах – это Венера в экзальтации. Это самое сильное положение Венеры. Это наивысшая точка любви, когда Венера находится, она будет находиться в течение всего месяца и идет на февраль месяц. Очень сильное положение Венеры. Венера – это удовольствие, это радость, это счастье, это наслаждение, это романтика, это влюбленность, это встречи. И она находится в экзальтации, в самом сильном положении. Для вас, львы, я люблю любить. Это 8-й сектор. Это сектор, который отвечает за любовь. Это сектор, который я хочу любить. Я хочу быть любимым. Это страсть, это магнетизм, это сексуальность повышенная, интерес, знакомство или со своим партнером. Вот так, это пика, это совершенство любви. Я хочу любить. Это обе. Это и Венера, которая находится в Рыбах для вас по 8-му сектору, и вы, которые хочу любить, и эта любовь, она отзывается. Ты ее везде ее чувствуешь, ты эту любовь чувствуешь. Это очень сильные подсказки звездного неба, причем Венера делает роскошные аспекты к Сатурну, это через уважение, через авторитет. Я не просто влюбилась, а я его уважаю. Его есть за что. И физически тянет, его есть за что любить. За его знания, за его поступки, за его то, что он достиг в жизни, то, как выглядит, как презентует себя. То, это с Сатурном. Роскошный. Венера делает тригон к Марсу, это мужская энергия, женская энергия в 8-м секторе. Что может быть сильнее, что может быть лучше. И еще и плюс, еще и сделает очень красивый секстиль с Ураном. Это неожиданно, это вдруг. Вот так все, весь пазл сложился. Весь пазл складывается в январе месяце по Венере и по Меркурию.
Ну, что, мои хорошие, могу сказать, что единственным препятствием, на котором вы можете споткнуться, если вы позволите своему эго быть уязвленным, всегда знайте, что самый главный авторитет в жизни для себя – это ты сам. Меня никто не может, так должны вы рассуждать, меня никто не может мое эго задеть. Я могу задеть это только сам. Если мне что-то не нравится, если мне не нравится мое платье, а не то, что мне сказали, тебе это не идет платье. Ой, я тебя так давно не видел, ты так поправилась, или ты как-то так изменился, ты так, что-то случилось, ты так плохо выглядишь. Это не авторитетно для львов. Оно не должно задевать ваше эго. Если я на себя в зеркало смотрю, и я себе скажу, как-то что-то надо с этим делать, мне какие-то вещи, которые появились у меня, мне не нравятся. Лишний вес или где-то там какие-то морщины или еще что-то. То есть не позволяйте никогда, у вас очень уязвленное эго, потому что вами управляет солнце. Поэтому никогда не поддавайтесь. Но на вас Лилит, эта точка фиктивная, действует очень сильно. Потому что стоит эго твое задеть? Наше эго это для львов, это всегда через профессию, потому что вы владеете своей профессией, и если кто-то, который вам указывает на то, что ты что-то не так делаешь, ты не так обучаешь. Если вы там что-то где-то преподаете, ну ты слабый учитель, это для львов это ты его эго задел. Или если там кто-то какие-то такие очень персональные, то есть ваше эго. И да, также для львов очень сильное уязвимое эго – это его дети. Когда вам кто-то говорит, а что это твой ребенок, там как-то что-то, чего-то, это как будто ваши дети, ваш ребенок – это ваше эго, ваша гордость, то есть эго. Никому не позволяйте испортить вам такой прекрасный, роскошный, чудесный месяц, январь, начало года. Итак, мои хорошие, я люблю любить. Вот такой у вас будет роскошный месяц. Ну а я люблю лайки увидеть, подписку увидеть, поддержку, комментарии. Становитесь спонсорами, кто может. Этим самым вы поддерживаете канал. И финансовую поддержку, которую кто может, поддерживайте. Для развития канала на 2025 год, думаю, что как-то мы вместе можем с этой ситуацией справиться. То есть немножечко на канале с вашей помощью и помощью других каналов изменить ситуацию. Бесконечно, бесконечно вас. Ну, в первую очередь уважаю. Для меня уважение это больше, чем люблю. Уважаю, абсолютно уважаю львов. И всегда есть за что львов уважать. Посылаю вам нашу формулу жизни, за которую крепко-крепко держитесь. Счастье, счастье, счастье. Стержень. У львов есть стержень. Сила духа. У львов есть сила духа. Позитив. У львов достаточно позитива. Философия жизни – это опыт и сделать выводы из этого опыта. Вот ты на это опираешься, на свой собственный опыт, на котором ты сделал выводы. Несмотря ни на что, всегда крепко держитесь за эту формулу жизни. Обнимаю вас и люблю.